Здравствуйте, друзья! Я долго думала, что мы будем посмотреть этот раз. Я смотрю на свои дети и понимаю, что где-то я переживаю, как они будут жить через 10-20 лет. Какой след мы от себя оставим им. Потому что мы сейчас понимаем, какой ситуации в мире есть, что происходит. А мне кажется, это вообще-то началось от ковида. Какой-то, извините за слово, дурдом. От ковида, и кажется, что оно не заканчивается. Один год хуже другого. И вчера я долго думала, поняла, что я хочу посмотреть, какой будет наш мир в общем, спустя 10 и 20 лет. В первую очередь я возьму свои новые карты Таро. Они еще не на русском языке, но скоро они на русском тоже будут. Эти новые мои карты. Давайте в первую очередь я буду посмотреть наш мир через 10 лет. Кто будет сильнее, кто будет слабее, как люди будут жить, что нам надо знать, есть ли вообще-то еще такие страшные болезни, может быть вообще-то меняется что-то, может быть евро нету, может быть рубля нету, мы еще ничего не знаем. Я еще этого не смотрела. Я пытаюсь представлять наш мир через 10 лет. Эту хочу. Тут очень интересно, кстати, покажет. Но первая карта, которую я вижу, это карта сила. Что если там кто-то переживает, что мир заканчивается или везде будет все воевать, это неправильно. Мы найдем опять мир и спокойствие. Но говорит, что она не будет продолжать долго. Потому что жизнь — это как театр. Значит, это не всегда так, что мы сами виноваты в чем-то. Может быть, какой-то жизненный урок нам надо. Нет, люди будут путешествовать хорошо. Но война всегда где-то будет. Поэтому ожидать, что все полностью заканчивается и мы в общем мире живем, этого не будет. Но что-то будет по-другому с небом. Что-то меняется. Вот такое ощущение, вот когда мы смотрим на небо, мы что-то начинаем видеть по-другому. Что-то будет облаками. Я, конечно, не профессионал, не очень не понимаю, но что-то там меняется с облаками. Когда ты видишь, например, сейчас даже если я смотрю из окна, я вижу облаков много, да, белые такие, а как будто их нету. Значит, будет какое-то изменение в погоде сильно. Это спустя 10 лет. А говорит, что спустя 10 лет, вот если мы говорим про войну и хаос, они будут продолжаться мало, но если мы время смотрим. Вот сейчас воюют люди там 2 года, 3 года, 10 лет, 5 лет. Вот так. 2-3 дня и все. Война заканчивается. Мне кажется, там оружие будет другая какая-то. И такое, как сейчас в мире происходит много-много лет, такого вообще не будет. 2-3 дня и все. Очень быстро. Люди даже не понимают. Не успевают страдаться или боиться. Рейс и рай. Спустя 10 лет.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Что-то люди делают сами спустя 6 лет от сегодня. Значит, это будет 31 года. Что-то в мире сильно поменяется. Мне кажется, 31 года меняется общая система, как люди живут. Вот сейчас у нас все страны как отдельности, да, а там будет больше какой-то общей системы. И причин будет какой-то мужчина, очень богатый мужчина, очень важный мужчина, который этот систем создает. Но эта система будет работать против людей. Вначале все согласны, а это связано с деньгами, потому что тут денежные карты. Может, деньги, личные деньги уже не будет. И вот какой-то новый систем, какой-то новый денежный систем появится у людей. И они вначале говорят об этом, что это для нас хорошо, у нас все будет легче, а наоборот, это связывает нас. Это связывает нас с государством или с этим мужчином, который все там решает. Это общее, что-то общего, все будет как один мир. Но мировая какая-то система, не один мир, а какая-то мировая система. И финансами. Я не говорю, что это все страны, но большинство единяются как-нибудь. Какой-то другой систем появится. Ну, говорит, что следующий год будет тяжело. Особенно ночью. Новости начинают ходить ночью. Но тяжелый будет однозначно следующий год. Это будет, мне кажется, один из самых трудных годов, который у нас когда-то была. А после этого будет уже хорошо. Хочу спрашивать по поводу болезней. Будет ли у нас через 10 лет еще такие болезни, которые сейчас есть? Будет какое-то лечение, например, рак. Очень многие же умирают до сих пор от рака. Говорит, что будет, что такой 100% лечения не бывает, потому что тут это как хитрость. Я всегда это считаю как хитрость. Им это не полезно, что люди выжили. А что-то решается для детей, какой-то новый систем лечения делается для детей, что они бы выжили. А не для взрослых. Что-то меняется там в этой системе. Мне кажется, что через 10 лет... Вы помните, как раньше было, что мужчины решили все? И женщины не смогли, почти ничего не делать, не водить машина и все. Но это не так давно на самом деле. А говорит, что через 10 лет у мужчины будет лучше, чем у женщин. Потому что все решения важные начинает делать мужчина. Значит, мы можем даже как будто идти обратно, либо где-то 2-3 шагов назад. Почему? Люди это сами выбирают. Мне кажется, какой-то выбор, тут опять люди верят в все, что им говорят. И говорят то же самое, как наоборот, что это будет круто и хорошо для нас всех. А потом скажут, что вы сами делаете свой выбор. И это говорит, что это будет как-то мировая ситуация, что женщина будет опять меньше права, чем у мужчины. В чем меньше?
какой-то работа они от нас убирают, возьмут. Мне кажется, даже мы не будем так много через 10 лет работать. Больше всего для нас начинают сделать, то ли это будет роботы, то ли АИ. И почему-то эта работа возьмут именно от женщин. У женщины будет такая же работа, как раньше была. Сидеть дома с детьми. Трудно поверить, конечно, но никто даже не поверил, когда у нас появился ковид. Все делали себе уколы. Потом поняли почти все, что это только какая-то игра была. Но такая свобода, что мы постоянно можем путешествовать, да, свободно, такого нету. Мне кажется, даже вот такой, как паспорт, не будет какая-то карточка. Я вижу маленькую карточку, которая есть у всех. И там вся твоя информация. Судила ты, не судила, там они могут читать любой информации. Если кто-то хочет о тебе что-то знать, просто они возьмут вот эта карточка, и там вся твоя информация. Где ты была, что ты купила, там все будет видно. Но люди сами, они будут более духовные. Вот когда что-то от нас собирают, всегда люди начинают включать, это на английском называется краун чакра, интуиция. И люди начинаются как-то больше держать в сторону семью, как будто друзья или там семью, они будут как-то помочь друг другу. Они надеются уже за государство, потому что они понимают, что эта система работает против их. Но мужской мир очень удивительный, я даже этого не ожидала. Я вижу просто мужской мир. И это изменение появится очень быстро. Вот мне, как женщине, это страшно. Что нам, женщинам, сделать? Вот тут совет для женщины. Если вы, например, хотите что-то купить, например, квартира, землю, домик, делайте это в течение 10 лет. Мне кажется, потом будет намного труднее. Я не знаю пока почему. Сейчас надо думать, что у вас было бы все, что вы хотите, потому что через 10 лет это уже будет почти невозможно. Там такие контроли, и не всех дадут все. Ты пройдешь как будто через какой-то контроль. Почему именно женщина? И странно, что говорит, что очень много женщин будет одиноки. Хоть, мне кажется, вот в мире рождаются почти тот же самый уровень и мальчики, и девушки. А почему-то вижу, что что-то в рождении меняется. Начинается меньше мальчиков рожать. Ну да, я когда-то несколько дней назад читала, что когда мужчина в стрессе, тогда у них рождается больше девочки. Может, из-за этого, потому что мужчина будет в стрессе из-за ситуации, которая сейчас. И, кстати, в будущем у женщин будет очень много проблем с гормонами. Мне кажется, даже если я сейчас смотрю, вот когда, я уже работаю 10-15 лет, раньше там женщины, которые не смогли забеременеть, их было там в месяц 1-2 раза. Сейчас каждый второй или третий день кто-то приходит ко мне и говорит, что они не могут забеременеть. Очень важно сейчас посмотреть, где ты купишь еду. Важно, что ты приготовила сама, и чтобы твое тело было бы чисто. Общество в этом доверять нельзя. С гормоном очень много проблем. Посмотрим, какие страны будут самые такие сильные через 10 лет.
Какие страны будет самые сильные через 10 лет? Сейчас, наверное, у нас есть Америка, ну, United States, Штаты, Европа, Россия и Китай. Мне кажется, 400... Ну, я понимаю, что Европа мы не можем сказать как страна, но Евросоюз. И я, наверное, и буду концентрировать на них. Посмотрим. Через 10 лет. Америка, Европа, Россия и Китай. И посмотрим еще, что на них является. Америка еще получает первый президент, женщина. Женщина будет там еще. Президент. Европа. Евросоюз всегда деньги будет. Даже спустя 10 лет там экономика улучшится, кстати. Россия. Но самый лучший, конечно, будет Китай. Самый лучший будет вот однозначно Китай, потому что тут две карты, и это большой аркан. Тут большой аркан, и они что-то начинают, как-то какие-то мировые системы, вот именно придумают они. И тут еще карта маг. Это говорит о том, что все у них в руках, все, что они придумают, все принимают. Посмотрим Россию. Нет, в России тоже ничего плохого я не вижу. Там говорит, если, но мы не можем только смотреть Москву, да, потому что столица там всегда деньги есть, как у нас в Таллине. Как живет Таллин и как живет другие маленькие города, это, там очень огромная разница. Там что-то будет в Россию с деньгами, с рублях, что-то там меняется. Что-то там очень сильно меняется, и для молодых очень сильно какой-то то ли школьный систем, то ли милитарный систем очень сильно меняется. И что-то, подождите, я посмотрю, что это с деньгами. И это будет вредно для людей. У людей будет надо работать 2 раза больше. 2 раза больше, чтобы жить так же, как раньше. Что-то там в финансовом плане меняется, а это меняет кто? Самый главный. Кто там сидит на троне через 10 лет. Но я уверена, что через 10 лет там сидит уже другой человек. Посмотрим, кто сидит там на троне. Какой-то человек, который понимает очень хорошо деньги. То ли это человек, который там какой-то финансовый человек вообще-то. То ли бизнесмен, или, но совсем по-другому. Я не вижу политик. Но, кстати, если я смотрю тут Америка, да, тут женщина-президент будет, но когда этот президент появится, женщина, с деньгами тоже будет хуже. Вот Китай будет самый лучший, Китай и Евросоюз. Не думайте, я смотрю, я из Евросоюза, я там буду как-нибудь являться на эти карты. Нет, я всегда, когда смотрю карты Таро, я не возьму ни какую-то сторону. Потому что я даже не уверена, где я буду жить спустя 10 лет. Евросоюз и Китай. Но в Америке я бы сказала, что хуже будет. Если вы собираетесь через 10 лет жить в Америку, я вам это не советую. Особенно, если появится женщина-президент. Совет им. Еще в Америке совет, что не поздно еще что-то менять. Но в Европе будет стабильно все-таки. Хоть люди же говорят наоборот, но я не вижу, что что-то меняется сильно. Но говорит, что для России могут менять все молодые люди.
если они начинают интересоваться в политике, молодые. Но когда мы молодые, мне кажется, нам наоборот неинтересно это все. И для молодых почему-то будет очень тяжело. Как будто убирают какие-то возможности. Китай, вот приезжайте в Китай. Может, китайский язык начинать учиться? Потому что самые хорошие карты вообще-то в Китае. Там все прекрасно будет. Может, начинаю учиться. Очень много даже НАСА говорит, что ой, там где-то будет НЛО, там какой-то спейсшип, там летает где-то, они к нам, и мы скоро их увидим. Мне тоже безумно интересно, мы будем их видеть живые вообще-то через 10 лет или нет? Я мешаю сейчас карты. Будет ли у нас контакт с НЛО? Нет. Я не вижу, что мы можем их трогать, увидеть. Говорит наоборот, что это будет строго сокрыто. Я верю, что они есть. Но это строго сокрыто. Я надеялась уже. Мне кажется, это все. Нам не надо знать, иначе будет паника. Какая будет наша погода и воздух и вода? Это же на самом деле самые главные такие пункты в жизни. Nature. Природа. Вот искала это слово. Природа. Какая будет? Америка. Ой, блин. Америка. Ну да, там же пластик везде. У нас же, например, Европа. Пластика почти нету. Но в Америке это ухудшится. Значит, люди будут в любом случае палить больше, потому что ухудшится. Вода, порядки, воздух. С воздухом будет что-то. Еда. Еда пока что нормально. Не является так сильно. Но у нас всегда выбор будет. Европа. Нормально. Воздух. С воздухом тоже будет что-то. Но говорит, что это какой-то проблем уже от прошлого. Еда. С едой все нормально. Природа. Природа тоже не в порядке. А причина это будет деньги. Но я думаю, это понятно тоже, потому что убирают очень много дерева. И из-за этого у нас постоянно проблемы даже с водой. Россия. Нет, с природой все нормально. Вода вообще великолепна. Еда вообще нет проблемы. Значит, как природа и в этом воздухе, все вообще переживать не стоит. Китай. Все вопросы, которые или проблемы, которые появятся, они решают. Они постоянно придумают решение. Есть проблемы? Есть решение. Ну да, они так учат их. Но говорят, что если мы смотрим даже дальше, я хотела 20 лет уже посмотреть, потому что 10 лет пока что нормально, что спустя 20 лет там уже с природой огромные проблемы. И причин будет мужчина, который делает неправильный выбор. Ну, который там так-то все решает, значит, президент или как это считать. Интересно. Но, в принципе, я могу сказать, ничего особенного, страшного нету. Просто придется боиться из-за денег и возможности покупать что-то в будущем будет очень тяжело. Именно квартира и домики, и землю. Мой совет почему-то постоянно купите себе землю. У меня почему-то ощущение, что потом мы этого не можем уже сделать. Что-то они поменяют. И просто так купить, как сейчас мы купим, вот такого возможности не будет. И если у вас где-то сидит какой-то деньги, окей, мне тоже смешно, обычные люди, обычно такой экстра большого деньги нету, но если есть,
Еще вы можете собрать это деньги или заработать, купите что-то, купите квартиру, хоть в деревне какой-то купите, ну, если есть даже маленькие деньги, купите от этого, хоть что-то, потом будет тяжело. Как наши дети на этого смотрят в Америке? В Америке что-то будет с маленькими детьми. Даже дети начинают умирать даже во время родов. У детей не будет там хорошо. А молодежь тоже работать надо в 2 раза больше, чтобы жить нормально. Европа. Деньги будет? Вот я не знаю, удивительно. Я наоборот думала. Тут всегда деньги будет. Молодежь? Нет, молодежь нормально. Маленькие дети? Нормально. Россию. Маленькие дети нормально. Молодежь, ну, там говорит тоже, что трудности будет. Очень многие уезжают, потому что трудно. Совет. Все в ваших руках. Так, Китай даже боюсь посмотреть, потому что в Китае маленькие дети. Но с этим нехорошо. Тоже, как в Америке, там женщинам и во время родов там тоже не очень хорошо. Мне кажется, появятся какие-то новые медикаменты. Сейчас у нас как-то делается укол в спине, чтобы не было бы боли. И мне кажется, они начинают что-то новое использовать, и потом понимают это причин, почему дети могут во время родов умирать. Я бы давала совет, но я трое родила, могу, наверное, уже совет какой-то отдать. Когда пойдете рожать, терпите лучше боль, а укол не делайте через 10 лет. Если ваши дети это время надо рожать, тоже вспомню это, потому что у меня дочка. Но Китай хорошо, но тоже говорит, что очень много труд там все-таки будет. Но я бы говорила, что как эта мировая ситуация с деньгами меняется. Лучше всего Китай и Евросоюз.